Елизавета Петерс, потрясающей работы, портрет дворика, восторг от каждой. Спасибо большое. Елена, главное, Вячеслав, когда там будете снова, попросите хозяев, а с ними невозможно практически встретиться, только разводящие ведь заходят. Никогда не убирать, не ломать этот прекрасный зелененький заборчик. Какой же он колорит придает месту. Но они его иногда красят, да, я замечал. А потом тут такое происходит, например, на Чеховке сделали перила. Ну, практически убили красоту вот этого места. Не было никогда. Был каменный парапет и все. Ну, видимо, там в целях безопасности. Ну, поручни такие, как их называют. Решетки такие, железные перила. И вот для художников уже как-то такой минус. А я проходил мимо дома знаменитого, который Коровин писал, еще со столбом. Они взяли каменную кладку, покрасили вообще краской. Но это как? Ну, видимо, частная собственность. Могут и камни красить. Зато Гурзуф преобразился, появились различные мозаики, такая пешеходная дорожка появилась, как бы такая пешеходная улица, по которой раньше мопедики вонючие такие всегда ездили. Сейчас тоже иногда, но очень редко. Елена Мацкив, издавалась ли какая-нибудь книга Коровина, где бы он делился своими наблюдениями и секретами живописи? Ты иногда приводишь очень ценные советы и цитаты, хотелось бы целиком почитать. У меня была такая книжка толстая Коровина, которую он писал, будучи во Франции. Потом переиздали двухтомник с его вот записями о Шаляпине, о Врубеле. Такие ценные вещи, они рассыпаны везде, как такие драгоценности. Кто-то о ком-то когда-то напишет. И у Врубеля есть какие-то интересные тексты, заметки в его воспоминаниях. Ну, россыпи, их надо собирать. Чем я, в общем-то, и занимаюсь потихоньку. А потом ведь много цитат не надо. Несколько слов, они же сразу меняют все. Мэнсон. Спасибо за видео, у вас замечательный рисунок в портрете и натюрморте. А вот в пейзаже вы всегда пишете настроение, впечатление. Ну, не всегда. Иногда оно отсутствует. И рисунку не уделяете особого внимания. Так вот, да. Вопрос. Внимание, вопрос. Вам никогда не было интересно сделать этюд на проработку пластики отдельного дерева или формы, и ритмов облаков в небе и тому подобное? Ну, почему ж не было интересно? Было интересно. Я покажу некоторые работы в конце ролика, чтобы удовлетворить ваше внимание на этот счет. Юзер ДМ. Господи, слова какие великих. От того, что не можешь достичь желаемого, независимо от уровня, вернее, достичь идеала, у меня часто происходит выгорание, или как это назвать, апатия какая-то. Но на следующий день опять подхожу к мольберту, и именно поиск меня будоражит. Ну, как говорят, в сексе не самое важное вот этот финал, а сам поиск будоражит. Процесс важен. Ну, так говорят сексологи, наверное. А живопись же можно сравнить как раз вот с этим процессом, потому что ты на пике восторга находишься, да? И твой партнер тоже, я имею в виду холст, зритель, конечно, который стоит воображаемый зритель за твоим плечом, который смотрит. Но часто это не так. Один дядя стоял, мне рассказывали, кто-то писал какую-то оградку, которая серебряной краской покрашена. Стоял дядя, ну и художник писал, оградка, какие-то там детали. И этот дядя вдруг через полчаса говорит: у тебя ничего не выйдет. У тебя серебряной краски нет, серебрянки. Так, ну дальше. Юзер ДМ пишет: апатия будоражит именно поиск. Там же тысячи вариантов работы существуют. Существует, да, это правда. Мне говорили, что вечно переписывать не стоит, только доделывать. Ну а почему? А если ты доделываешь и, например, подгорело у тебя, что ли, пишется, что ж ее тут доделывать-то? Ну подгорело все, хлеб подгорел в тостере. Ну шкрябаешь, там, если он сильно выгорел, что
полная апатия происходит. Выкидывать кусок надо, новое заряжать, убавить температуру. Я вижу, мне нужен психолог-художник. В последнее время в конце любой картины я как выжатый лимон. И физически, и морально пытаюсь понять себя. Это не только стремление к совершенству в моем понятии. Бывало ли у вас подобное? Да просто заниматься надо. Выжатый лимон-то от чего? Потому что рассыпается все, не собрано. Проблемы в живописи, проблемы в понимании. Вот нужно мозги настроить, а потом садиться за рояль. Если без грамоты, что получится-то? Или грамота, которая у вас есть, кажется, что достаточно. Но ведь выжатый лимон получается, значит, недостаточно. Значит, то, где вы учились, что вы преподавали, не пропиталось это. Не до конца все понятно. Устаете ли вы от работы любимой? Физически понятно. А так, от секса, например, разве можно устать к утру? Нет. Вроде бы энергия тратится, она же прибывает и с удвоенной и утроенной силой еще. Откуда-то с небес. Откуда? Тайна великая есть. Я имею в виду живопись, конечно. Вы не подумайте, что я такой маньяк. Нет. Лимон выжимать лучше с имбирем, с водичкой, с горяченькой, и все. И будет нормально. Не надо быть как выжатый лимон. Может быть, в музей надо какой-то сходить, на великих посмотреть. В музей, но живьем надо картины смотреть. Потому что магия полотна играет роль. Размер его, краска, фактура, цвет, все вместе. Этот компьютер не передаст. И полистать там, это еще не то. Надо прям побыть, помолчать у работ великих. И выйдете потом уже из музея в раздевалку, а там тележка, а там этюдник, краски. Вышли и тут же писать, потому что на этом настроении и сразу не будете выжатым лимоном, будете как яркий фонарь гореть и светить окрест. Маргарита Дмитриева. Вячеслав, что вы скажете о художнике Куинджи и о направлении луминизм с чистым и ярким цветом? Что ж, Куинджи прекрасен. Луминизм, да? От слова люмен. Такое яркие эффекты, свечение. И что, ночь на Днепре-то, луминизм этот, он же запомнился всем, миллионам людей. Все, ах, как это возможно? Она же одна такая. Не станешь же повторять эту ночь. Да на Днепре. Сейчас это невозможно. А потом будет повтор. Нужно найти свое какое-то решение. А потом это несколько кубометров берез стоит, березовая роща. Это же волшебно. Как мощно все по тону разбито, прописано, найдена композиция. Замечательный художник Куинджи. А еще вечернее состояние. Посмотрите, как он писал. С домиками. Это же очень здорово, мощно. За нами стоят великие художники за спиной. Те, которые до нас творили. Есть у кого поучиться. Вот наша опора. Вот наши учителя настоящие. По крайней мере, я у них учился и учусь. Антон Соин. Вячеслав, многие художники советуют использовать синих красок по минимуму. Особенно критикуют ФЦ. Какие лучше тогда использовать для моря? Индиго, берлинскую, ультрамарин, турецкую голубую? Да все синие разные. Размешайте, повыдавливаете на палитре и используете. А что значит критикуют? Эта работа, например, написана просто чистый ФЦ на Байкале. Как там без нее обойтись, если такой яркий синий цвет? Она же работает. Пусть меня критикуют художники, а я сделал так. Выдавливаете и экспериментируете. Не надо никого слушать, и меня тоже. Делайте свои эксперименты, свои выкраски, свои варианты. ФЦ, не ФЦ. Вы же пишете ваши ощущения. Причем здесь какие-то художники, которые вам говорят, нельзя ФЦ брать, неприлично. Может быть, они тоже ее используют. Оглянуться, никого нету, и раз ФЦ мешать.
Ну, чтобы достичь эффекта. Мы же головой, мы же смотрим, вот надо достичь такой цвет. Ну, не достигнешь ты его, например, ультрамарином или индигой. Чего делать? Посмотреть кругом и замешать то, что надо, то, что хочется. Друзья, солнце на меня наступает, пора заканчивать. Не забывайте делать свою работу, отмечайтесь в журнале, делитесь с друзьями, комментируйте, задавайте вопросы. Предлагаю вам посмотреть еще одно кино, называется «Недописанные работы». Ну, пока.